Всем привет, дорогие друзья! С вами Злой Кинг Леон. И сегодня очередная серия домашней кулинарии. Сегодня мы будем с вами готовить корейское традиционное блюдо бибимпап. Вы знаете, у меня вот такая ассоциация, параллель с пиццей почему-то. Вы же слышали наверняка историю возникновения пиццы, когда остатки от еды, да, крестьяне там на столе, которые остались, они все это дело раскатали тесто, все эти остатки сгребли, запекли, и так получилась пицца. Вот бибимпап, у меня такое ощущение, я могу ошибаться, но как одна из версий, тоже получается, люди, крестьяне, да, оставались у них вот эти корейские закуски различные на столе, и, ну, которые, как говорится, быстро портящиеся, они брали, просто смешивали с рисом и ели, и кушали. Вот. Поэтому эта версия имеет место быть. Сегодня мы будем с вами готовить бибимпап. Что нам потребуется? Очень много ингредиентов на самом деле. И какого-то вот традиционного корейского прям вот стопроцентного рецепта, я думаю, нету. У каждого свое. Сегодня я вам покажу свой вариант. Значит, рис всему голова. Это основа. Папоротник, вешенки, шпинат, ростки сои, цукини, морковь, лук, водоросли морские, миок, мне очень нравится, чеснок. Для соуса у нас будет паста кочуджян, соевое масло и, возможно, либо мед, либо сливовый сироп. Поиграем со вкусом. Сделаем очень вкусный. Ну и, конечно же, вообще делается это в корейских, особенно вот рабочих там столовках, конечно, без мяса, но мы знаем, что всегда все вкуснее с мясом. Но опять же, сугубо мое мнение. Мясо берите, какое вам нравится. Я взял вырезка, свинина вырезка, это маленько подмороженная. Вырезка свинина. Берите, любите курицу, берите, значит, курицу, любите говядину, берите говядину, баранину, конечно, сюда можно, как говорится, все что угодно. И финальный штрих у нас еще будет 2 яйца. Просто 2 жареных яйца. Либо, как я делаю. Я сделаю сегодня, знаете, более такой полезный рецепт, что ли. Потому что я сам приверженец более полезной пищи. В общем, погнали. Первым делом, что нужно сделать, нам нужно наше мяско немного подмариновать. Нарежем его произвольно на мелкие брусочки. Мясо лучше, конечно, режется, когда оно подмороженное. И вот это мяско мы немного подмаринуем. Нам потом нужно будет его обжарить. Быстро его обжарить. Для маринада. Для маринада мы берем того самого сливового сиропа немного. Нам нужно будет немного сахара, карамелизовать его. Перец. Здесь у меня смесь перцев. Соль. Немного соли. Так, значит, мяско я замариную его дополнительно в устричном соусе. Устричный соус. Немного чесночка. Просто нам нужен аромат. Произвольно, грубо.
грубо нарежем. Так. Закинем сюда. И, конечно, мясо надо перемешать очень. Оно подзаморожено, я говорю. Поэтому берем его просто в холодильник минут на 15, пока будем готовить остальные ингредиенты, оно подмаринуется. Значит, это шпинат, вообще про зелень, про любую зелень. Прежде чем употреблять ее в пищу, возьмите просто минут на 20, замочите эту зелень в ложке столовой пищевой соды. То есть водичка, тепленькая водичка, ложка пищевой соды, и пусть она там полежит, помокнет. Вы удивитесь, но из нее кто-нибудь обязательно выйдет. Какие-нибудь жучки, паучки, тараканчики. Также делайте с клубникой. Лайфхак рабочий. Так, значит, шпинат мы замочим. Вот эту водоросль миёк, ее мы просто замочим тоже в водичке предварительно на минут на 10. А потом ее чуть отварим. Порежем и чуть отварим. Так, ну и сегодня нам понадобится, у нас много всяких закусок придется делать, ингредиентов. Запастись нужно посудами разными всякими. Значит, шпинат. Шпинат нам просто взять нужно и ошпарить, да, немного ошпарить в кипятке. Так прямо его не режьте, просто подзакинь кипяток буквально на пару минуток. На пару минуток, пусть он вот так под крышкой побудет. Мы не будем сегодня мудрить ничего с заправками, потому как это все, как говорится, пойдет в общий котел и будет все заправлено нашим соусом, которым мы позже займемся. В том плане, чтобы жарить там вот это все, чтобы не было жирно, да, солить, опять же, чтобы не было сильно солено. Мы не будем ничего солить, это все будем делать уже в конце. Под свой вкус, как говорится, каждый посолит. Сейчас шпинат у нас маленько потушится. Просто чуть-чуть можно, вот буквально пару капель обдать его кунжутным маслом. И все. И пусть он у нас лежит вот в чашечке. Убрать его можно в холодильник. Потом дальше будут пойдут ростки сои. Тоже мы их чуть-чуть отварим, буквально 2 минутки. Обдадим кунжутным маслом. И все, и тоже уберем. Сольем воду. Можно, знаете, что сделать, кстати? Можно его обдать даже холодной водой, чтобы он не сильно переварил. Холодной водой его обдали, вот так отжали. Ну и можно для эстетики, теперь для эстетики немного его все-таки порезать, чтобы нам удобно было, да, сказать. Вот так. Все, чуть-чуть кунжутного масла. И все. И пусть шпинат у нас отдыхает. Дальше идет распускай. Много не нужно. Ориентируйтесь так. Какой, как говорится, какой ингредиент вам больше по душе, того ингредиента, соответственно, больше. Какой ингредиент вам, допустим, не нравится, значит, вообще его убирайте.
Без проблем. Здесь, как говорится, полная свобода. Также, значит, пару минут достаточно. Слили. Холодной водой обдали. И вместе со шпинатом вот так положили. И все. Теперь мьёк. Мьёк вот мы замочили просто в воде. Он уже вот как разбух. Мьёк. Водоросли вообще очень полезная штука. Я их на самом деле очень люблю. По вкусу. Так просто достаем. Потому как, ну, рекомендуется подзамачивать. Потому как все равно может быть какой-то такой, знаете, мусор. Все-таки, ну, морская, конечно, эта штука вся. Но все же. И буквально 5 минуток, пускай вот она вот так поварится у нас под крышечкой. Все, 5 минут прошло. Также включаем холодную воду. Промываем его, отпускаем. Отжимаем вот так. Довольно-таки много получилось. Конечно, сухая, она вроде мало. На самом деле, вот сколько получилось. Теперь я вроде ее стриг ножницами, поэтому должно быть нормально. Ну, нам все не надо. Вот сюда же мы упакуем. Здесь у нас уже три закусочки у нас уже здесь есть. Шпинат, ростки сои и мьёк. Как вы уже, наверное, догадались, это все будет потом выложено на большом блюде. В центре рис, а по бокам будут всякие вот эти закусочки. И потом, в конце, мы будем это все перемешивать. Далее папоротник. Папоротник я вот лично очень люблю. Поэтому добавлю его чуть побольше. Здесь у нас он уже готовый. В таком пакете. Он уже готовый. Вообще его, конечно, тоже можно обжарить. Но мы не будем жарить. Мы его тоже чуть-чуть просто обдадим кипятком. Ну, 2-3 минутки, 2-3 минутки поварим. Поварим, потом также отожмем и порежем, чтобы было удобно брать. Пока у нас подваривается этот папоротник, займемся морковкой и цукини. Я, наверное, не буду ничего мудрить. У меня есть терка. Я просто это все дело натру на терке. Точно. Так, морковка в разные стороны. Это нормально. Вполне. Даже многовато. Морковочку мы возьмем и немного обжарим. Прям вот капелька буквально маслица. И обжарим на сковородке. А цукини нам тоже нужно. Я думаю, тоже на терке я его сейчас бахну. Тоже обжарим. Лук порежем. Так, цукини. Ну, опять же, не принципиально цукини. Хотите, возьмите кабачок. Ну, нам столько хватит.
вполне. Папоротник готов. Опять же, включаем холодную воду. Сито. Омываем, остужаем сразу заодно. И теперь нам нужно его нужно его подсобрать, чтобы чтобы эстетично было, аккуратно. Ну, в общем-то, я его подсобрал. Теперь, рубим его так, чтобы все было плюс-минус одинаково, да? Морковка, цукини, папоротник. Так. Так, ну а мы будем жарить морковку. Кто на чем жарит, это его дело, в принципе. Я жарю на топленом масле. Масло гхи, оно же индусское здесь. Почему на нем? Потому что это то самое масло, на котором можно жарить без опасения, как говорится, для нанесения вреда здоровью. И, в принципе, да, пока все. Буквально капельку масла. Закидываем туда морковку. Потому что почему? Топленое масло, у каждого масла есть точка дымления, называется. Так вот, у масла гхи одна из самых высоких. Там 230-240 что ли градусов. Также можно жарить, допустим, на кокосовом масле, рафинированном только. Тоже где-то 210, наверное, градусов у него точка дымления. То есть это та температура, при которой не выделяются вот эти канцерогены. А то масло, на котором мы привыкли жарить, подсолнечное, да, там вот хлопковое, кукурузное, рапсовое, мы жарим и наносим себе вред, наносим вред своему здоровью. Потому что много выделяется канцерогенов и всякой всячины после достижения вот этой температуры. А оно достигается. Поверьте, как мы жарим, оно достигается. Значит, буквально 3-5 минуток. 3-5 минуток, вот так даже под крышечкой, немного открывая и помешивая. Не до черна, да? Так, немного подзажарилось. Потом можно добавить немного семян кунжута. Даже, я говорю, мы даже не будем добавлять соли. Вы можете добавить. Потому что мы будем регулировать соль, сахар уже в самом конце. Можно даже, знаете что, можно даже добавить каплю водички. И морковка все-таки она такая, долгоиграющая, да? Долгоиграющая история. Но небольшой хруст мы можем все равно оставить. Ну, вот и все, в принципе. Выкладываем сюда рядом с папоротником морковочку. Опять же добавляем немного масла. И добавляем цукини. Под крышку. Пока жарится у нас цукини, займемся нашим лучком.
полукольцами просто нарежем. И у нас еще есть грибы. Грибы можете использовать, в принципе, любые. Но у меня вешенки. Так, вот они. Они тут сразу, в принципе, они обработанные. Нам нужно просто их расщепить. Вот так по одному. Не будем их не резать, ничего. Просто расщепим их. Может быть, вот эту жопку плотную даже оторвем. Может, нет. Нет, она тоже вся расщепляется. Опять же, тоже смотрите на ваш вкус, сколько вы будете делать, смотря. Здесь самая заморочка, конечно, это вот то, что все нужно делать отдельно. Все нужно делать отдельно. Поэтому, конечно, времени немного, так скажем, немного долго. Опять каплю нашего уважаемого топленого масла. Сюда же грибы и лук. Лук сейчас даст своей водички, грибы тоже подкреплены такие. Все, наши грибочки лучком готовы. Немного вот золотистого цвета приобрели, потушили, немного даже обжарили. Выгружаем их. Слушайте, у меня для всех закусок не хватит тары, наверное. И так уже. Теперь нам нужно, наше мясо промариновалось. Нам нужен сильный огонь. Сильный огонь. Масло. Масло в этот раз побольше. И наше мясо сейчас достанем из холодильника. Значит, еще раз напомню, делайте мясо просто то, которое вам больше всего нравится. На сильном огне затеваем трубки. Это свинина, она нежная, поэтому я думаю 10 минут на сильном огне хватит вполне. Пока у нас жарится мясо было подморожено немного, поэтому сейчас выходит вода. Нам нужно всю эту воду, чтобы она выкипала. Мы пока сделаем соус, которым мы будем заправлять финальное блюдо. Значит, основа это будет паста кочугян. Перцовая сладкая паста кочугян. Немного чесночка. Меленько, но без фанатизма. Потом нам нужен будет соевый соус. Любой, который я добавлю крабовый. Он такой со сладковатым оттенком. И это разбавит нашу саму пасту. Дальше сразу кунжутное масло. Кунжутное масло, вот тоже, оно, да, полезно, оно хорошо, но когда вы не поддаете его термообработке. Мед. Следим за мясом, чтобы у нас ничего не подгорело. Водичка уже, в принципе, вся выкипела, мясо начинает румяниться.
Именно делайте сильный огонь. Смотрите за чесноком, потому что здесь чеснок горит тоже довольно-таки быстро. У нас должно быть все в балансе. Чтобы чеснок не сгорел. И чтобы мясо подзагорело. Финишный штрих для нашего соуса — это кунжутное семя. Все, чесночок начинает уже чуть-чуть подгорать. Мы выключаем. Мясо наше готово. Сюда рядом с грибами и луком. Отправляем его. Так, ну и в принципе все готово. Ну, рис, я вам, конечно, рис не буду показывать. Рис сварите сами. 2 яйца я тоже на водичке делаю. Немного воды на дно сковороды. Разбиваем яички. И закрываем крышечкой. Напоминаю, что у нас сегодня все пресное, да? Кроме мяса. Мясо там устричный соус, мясо подсоленое. Самая соль, как бы соль и сахар у нас вот здесь, в нашем многоуважаемом соусе. Напишите в комментариях, как вы готовите бибимбап и какие ингредиенты вы добавляете. Будет интересно. Ну и настало время собирать наш бибимбап. Так, я вот рис вот в такую кружку переложил, чтобы чисто для сервировки. Я не знаю, правда, вывалится он или нет. Что-то не сильно он хочет. Вот вывалился. О, вывалился. Отлично. Значит, центровина у нас уже есть. Так, кстати, у меня есть для этого дела специально кулинарные перчатки, чтобы соответствовать, как говорится, санэпидемстанции. При каком многообразии вот этих маленьких закусок я мог что-то пропустить. Не судите меня строго. Ну и выкладываем, получается. Выкладываем ньок, водоросли. Выкладываем ростки сои. Выкладываем шпинат. Так, надо это все сделать еще красиво. Что тоже трудно. Кабачок, цукини, морковь. Морковь получилось много довольно-таки. Папоротник. Сейчас будем сужать. И, в принципе, у нас тут грибочки, лук. И мясо.
Так, и сверху должны быть яички. Вот как раз. Вот как раз и яички. На воде. Максимально сегодня у нас с вами максимально, друзья, полезный бибимпап. Ну вот, друзья, мы подошли к финальной части. Бибимпап у нас собран. Обратите внимание. Выглядит, да, выглядит это все сейчас красиво, но фишка в том, что нужно это все полить дело соусом и перемешать. Тщательно перемешать, понимаете? И вся красота, она теряется. Вот. Соус у нас готов. Мы поливаем этим соусом. Довольно обильно. Но не все, конечно, все будет чересчур. Все будет чересчур. И теперь мы все это дело перемешиваем. Никакими палочками бибимпап не естся. Его едят всегда ложкой. Даже сами корейцы. Потому что неудобно. Палочками его есть неудобно. Едят именно ложками. Если где-то суховато, можно добавить даже там бульончика, допустим, есть вариации такие. Можно водички просто добавить. Соуса немного еще. В общем, спасибо всем, кто были сегодня со мной, кто посмотрели. Приятного аппетита обязательно вам. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много чего интересного, много чего еще будем с вами готовить. Пробуем. Шикарно. Просто шикарно. Еще раз повторюсь, друзья. Вариации. Самое главное, не бойтесь. Даже можно, слушайте, можно приготовить бибимпап просто из того, что есть в холодильнике. Не обязательно строго все соблюдать. С вами был Злой Кинг Леон. Всем пока.